Если у вас медленно работает YouTube, мы подготовили для вас инструкцию, как обходить блокировки. Вы найдете ее внизу в описании под этим видео. Ну а я тем временем расскажу вам о главных событиях к этому часу. Это новости в воздух на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Минобороны утром 27 декабря отчиталось об уничтожении 13 дронов. 5 беспилотников было сбито над Брянской областью, 3 над Курской, по 2 над Белгородской и Тульской и 1 над территорией Астраханской области. 13 дронов по нынешним меркам пшиканье атака. И все же после катастрофы азербайджанского Эмбраера, явно сбитого российской ПВО, российские власти дуют на воду. В нескольких регионах этим утром был объявлен план «Ковер». В 4 утра были введены ограничения в аэропорту Сочи, затем в Грозном. В 6 утра на прилет и вылет были закрыты воздушные гавани в Казани, Астрахани и Волгограде. Задержаны были десятки рейсов. 12 лайнеров из Сочи были перенаправлены в Минводы и Махачкалу. Представитель Росавиации Артем Кореняк объяснил, что эти меры были призваны обеспечить безопасность полетов. Телеграм-канал «База» утверждает, что аэропорт Махачкалы также на время закрывали. В пресс-службе азербайджанских авиалиний тоже заявили, что борт компании «Баку Минводы» был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за угрозы дронов. Россияне привыкли к закрытым аэропортам в приграничье, но очевидно, что влияние войны расползается по всей стране. И вот Путина спросили, есть ли шанс, что она закончится. Путин с себя ответственность в этом вопросе, как всегда, снял. Вы сами для себя во что верите? Верите, что в 2025 году конфликт будет закончен, естественно, нашей победой? Я в Бога верю, а Бог с нами. Пока же с Путиным, кажется, не бог, а бюджеты, в том числе региональные. В Самарской области за подписание контракта будут платить рекордные 3 миллиона 600 тысяч рублей. Также область будет ежемесячно доплачивать контрактникам 50 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Начиная с 1 января 2025 года по 1 февраля 2025 года на месяц, пока мы это решение, так как оно очень жестко связано с нашими бюджетными ограничениями, будем принимать раз в месяц коллективно. Ну как коллективно? Я как высшее должностное лицо буду нести ответственность за это решение, буду советоваться с министром финансов в первую очередь. Для примера, в октябре выплаты новым контрактникам подняли в Ханты-Мансийском автономном округе. Но там они не дотягивают и до 3 миллионов. Пока российская сторона старается замять историю со сбитым над Грозным самолетом азербайджанских авиалиний, последствия трагедии, как всегда, начинают ощущать на себе простые граждане. Крупнейшая авиакомпания Израиля «Эль-Аль» заявила о приостановке рейсов из Тель-Авива в Москву как минимум на неделю. Текст заявления авиакомпании приводит 9 канал, далее цитата. «Эль-Аль» приостанавливает все рейсы по маршруту Тель-Авив-Москва на ближайшую неделю. На следующей неделе будет проведена повторная оценка ситуации, после чего будет принято решение о возобновлении рейсов. Пассажиры будут уведомлены в ближайшее время. Конец цитаты. Ну, это значит, что в условиях ограничений авиасообщения россиянам станет еще труднее улететь из страны. По крайней мере, в ближайшее время. Ну а в самом Азербайджане в полный голос зазвучали слова о необходимости извинений со стороны России. Об этом депутат и член Комитета по международным делам Расим Мусабеков заявил в интервью азербайджанскому агентству «Туран». Парламентарий также отметил, что родственникам жертв и пострадавших следует выплатить компенсации. Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности. В случае, если Москва продолжит отгораживаться от этой истории, Мусабеков даже пригрозил обострением. Дословно, если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость. Конец цитаты. На фоне таких вполне официальных заявлений в телеграм-каналах появляются и неподтвержденные утечки из Баку. О том, что азербайджанский глава Ильхам Алиев отказывается замять историю о крушении самолета и засекретить результаты расследования, несмотря на обращение Кремля и Рамзана Кадырова. Впрочем, официальный Баку эту информацию не комментирует. Ранее СМИ сообщили, что в Азербайджане действительно начали расследование катастрофы. И хотя Алиев заявил, что необходимо выяснить все факты, тем не менее он не стал вдаваться в детали, что именно, по его мнению, могло стать причиной трагедии. Впрочем, еще накануне Евроньюз, опять же со ссылкой на источники в азербайджанской верхушке, сообщили, что по данным предварительного расследования российская ракета взорвалась рядом с самолетом. Уже поврежденному воздушному судну не разрешили аварийно приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов. С заглушенными системами GPS пришлось лететь через Каспийское море до казахстанского аэропорта Актау.
Но катастрофы и гибель людей не повод не раздать очередные награды родственникам Рамзана Кадырова. В том числе глава Чечни выдал медаль за заслуги перед Чечней своему племяннику и по совместительству секретарю Совбеза Республики Хамзату Кадырову. Именно он в день крушения азербайджанского Эмбраера отчитался об уничтожении всех целей над Чечней. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждаются Кадыров Хамзат Зелимханович. Заодно Рамзан Ахматович выдал по награде своему сыну Ахмату и 4 дочерям – Хатижат, Хутмат, Табарик и Айшат. Адам в этот раз остался без подарка, то есть без награды. Почетным знаком за трудовое отличие награждается Кадырова Табарик Рамзановна. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики». Кадыровой Айшат Рамзановне. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Чеченской Республики». Кадыровой Хадиже Рамзановне. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» Кадырову Ахмату Рамзановичу. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чеченской Республики» Кадыровой Хутмат Рамзановне. Вернувшийся с войны контрактник избил инспектора ДПС в Красноярском крае. Об этом рассказал телеграм-канал «Астра». Александр Кайсаров недавно вернулся с войны из-за ранения. 23 декабря в Ачинске он управлял автомобилем в пьяном состоянии, за что его и остановили сотрудники ДПС. После освидетельствования Кайсаров ударил одного из постовых в нос. Его задержали. Стоит ли говорить, что ранее военный был судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Но теперь же на неуклюжесть, вред здоровью лейтенанта Ляхова явно не спишешь. В Петербурге впервые за 5 лет открылась новая станция метро. Горный институт. Ее должны были открыть еще в 2015 году. Для петербуржцев это действительно событие. Они уже привыкли, что питерское метро развивается в основном в воображении губернаторов. Однако торжественный запуск прошел в классическом бегловском стиле. Через 6 минут после открытия станции на ней отказали эскалаторы. Людям пришлось идти пешком. В принципе, обошлось малой кровью. В 2019 году Беглов открыл сразу 3 станции метро: Шушары, Дунайскую и проспект Славы. И тут же закрыл. Пассажирам на них находиться было небезопасно. Страшное ДТП накануне вечером произошло на северо-востоке Москвы. Есть погибшие. В Лефортовском тоннеле заглох «Лексус». Водитель вышел из авто, чтобы выставить аварийный знак, и в этот момент в него на полной скорости влетела «Вольво». Водитель «Лексуса» погиб на месте. Пассажир второй машины сейчас находится в больнице. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Смотрите другие видео с нашего канала. И, конечно, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылку вы найдете под видео. Также сейчас у себя на экране вы видите QR-код. Можете просто его сканировать. Также под видео вы найдете инструкцию о том, как обходить блокировки YouTube в России. Конечно же, обязательно берегите себя. И всего вам хорошего.